Когда на похоронах офицера его собака вдруг начала громко лаять на гроб, никто не понял, в чем дело. Пес не останавливался ни на секунду. Он казался обезумевшим. И тогда было решено, что гроб нужно вскрыть, несмотря на то, что начальник полицейского отделения никому не советовал этого делать. Но, похоже, иначе собаку нельзя было успокоить. Гроб вскрыли, и люди, увидев то, что находилось внутри, закричали от ужаса. На похоронах Итана Картера присутствовали члены его семьи, а также коллеги. Кроме того, на кладбище привели служебного пса по кличке Макс, друга и напарника погибшего офицера. И собака была опечалена не меньше остальных. Макс и Итан познакомились в 2017 году, когда Картер поступил на службу в полицейское управление. Он сразу же попросил устроить его в кинологическое отделение, поскольку с самого детства любил собак. Так 3-летний Макс и стал его напарником. Своего предыдущего напарника собака потеряла в перестрелке с бандитами, Итана предупредили. После этого случая Макс ни с кем так и не смог сработаться. Но Картер был уверен, все непременно получится. Сначала общение между человеком и псом было довольно прохладным. Но вскоре все изменилось. Это произошло после того, как Итану и Максу поручили поиски пропавшего человека, когда они выполняли задание, пес, похоже, по достоинству оценил отважные действия напарника. После окончания смены собака свернулась калачиком у ног Картера. И тот счастливо улыбнулся, поняв, что наконец-то заслужил доверие пса. За следующие 1,5 года эти двое раскрыли немало преступлений. Задание по перехвату банды грабителей, к несчастью, стало для Итана последним. Бандитов оказалось слишком много, и все они были вооружены. Началась перестрелка, в результате которой несколько полицейских получили пулевые ранения. Картера не смогли спасти, он потерял слишком много крови. Одного его напарника после этого задания пришлось вводить в искусственную кому из-за ран, другие полицейские пострадали не так сильно. Макс тоже был ранен, но довольно быстро пошел на поправку. Вот так пес во 2-й раз пережил смерть своего напарника. Но вернемся к настоящему времени. Полицейские, заняв место рядом с могилой Итана, позволили Максу лечь у их ног. Сначала все было спокойно, если не считать тихих всхлипываний родственников Итана, но вдруг в какой-то момент Макс подошел к гробу, тщательно обнюхал его, после чего начал громко лаять без остановки. Пес казался просто обезумевшим. Никто даже не смог оттащить его от могилы. Тогда офицеры решили, что гроб нужно вскрыть, хоть начальник полицейского управления советовал им не делать этого из-за пулевых ранений на лице погибшего, тогда никто и не предполагал, какой ужас поджидает всех внутри. И вот крышку гроба открыли. Мать Итана сразу же начала кричать, что это не ее сын. А вслед за ней закричали и другие родственники. Макс же, напротив, сразу успокоился. Полицейские немедленно остановили похороны и отправились в больницу, чтобы разобраться в ситуации. Правду узнали быстро. Выяснилось, что в ночь, когда произошла перестрелка с бандитами, в больницу привезли 2 раненых полицейских. Один из них скончался от потери крови, а второго ввели в искусственную кому, при этом лицо пострадавшего офицера закрывали бинты. И теперь врачи были вынуждены признать, что из-за ужасной суматохи они перепутали тело полицейских и объявили Итана погибшим, хотя на самом деле от ран скончался один из его напарников. Картер же был прооперирован и введен в кому. Полицейские допустили огромную ошибку, когда поверили врачам на слово и не стали проводить опознание. В ту ночь никто даже не засомневался в словах медиков. Ну а самим докторам теперь оставалось только принести семьям офицеров многочисленные извинения. Итан пришел в себя лишь через несколько недель. Вскоре после того, как его выписали из больницы, он смог вернуться к работе.
Мужчина был очень опечален гибелью напарника, но в то же время он ощущал себя счастливым из-за того, как ему повезло. Итан был несказанно благодарен Максу, который вовремя сумел распутать эту ужасную ситуацию. Офицер и его верный пес по-прежнему работают вместе, безоговорочно доверяя друг другу. До скорого.